Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас новые, очень интересные и эксклюзивные для нашего канала, да и вообще, в принципе, формат. Мы будем готовить великолепную тайскую еду вместе с нашими тайскими друзьями, настоящими тайцами. И сегодня я хочу представить Кун-О. Hi. Hi. И первое, что мы хотим приготовить, конечно же, невероятно вкусный, всеми любимый суп Том Ям Кун. А можете объяснить мне, как выбрать правильные креветки для Том Ям Кун? Для супа Том Ям Кун я бы выбрала вот такие. И вот смотрите, как она выглядит. То есть я правильно понимаю, что главное здесь это именно размер креветки? Да, но вот если мы посмотрим на эти, видите, они не одинаковые. И после приготовления они не уварятся. Все, я понял, тогда давайте выберем. Обычно я покупаю 1 килограмм. Мы едем еще на один рынок, потому что тот рынок, на котором были, это рыбный рынок. А сейчас нам нужно ехать на овощной рынок. Арбуз? А сейчас? Для чего? Выпить сейчас. Окей, я буду кокос. А кокос, верно? Вот это я не знаю, как правильно объяснить. Это лемонграсс, верно? И галангал, и листья какого-то лайма. Кафирского лайма. И вот насчет этого корня есть некоторая разница. Обратите внимание, он желтого цвета. Есть такие же, только белые. Но здесь таких вот нет. этот? Нет, тоже желтый. Но если вы варите Том Ям Кун и хотите, чтобы он был очень вкусный и очень ароматный, вам нужен именно желтый корень. А нам хватит одного такого набора? Да, одного вполне достаточно. А кинза нам нужна? И нет, нам нужно взять вот это. А что это? Попробуйте. Очень хорошо пахнет. Да, хорошо. Лайм мы должны выбрать вот такой, мягкий, как этот. Посмотрите, если его разрезать, в нем будет очень много сока. А вот если выбрать твердый, он уже не будет сочным. Когда выбираешь лайм, он должен быть зеленый и чуть-чуть с желтым, но желтым только слегка. А еще нам нужен чили. Вот именно такой маленький чили. А какая разница между зеленым и красным цветом? Никакой разницы нет. Но важно, когда вы готовите Том Ям Кун, вы должны взять именно такой маленький чили, не такой большой. Потому что маленький перец, как этот, когда вы добавите его в свой Том Ям, сделает его очень ароматным. Я имею в виду, он будет очень пряным, понимаете? А какие грибы вы используете для Том Ям Кун? Потому что, насколько я знаю, люди используют разные варианты. Кто-то добавляет грибы шиитаке, кто-то использует вот такие. Нет, из этих грибов вы можете варить суп, но не Том Ям Кун. Если вы хотите сварить настоящий Том Ям Кун, это все не подойдет. Я покажу вам. Слушайте, а что это за грибы? Это называется соломенные грибы. Я не знаю, что это за грибы, я такие грибы не видел ни разу в жизни, и я очень сомневаюсь, что их можно найти в России. Но может это как-то они почищены, или они такие есть, или я просто не знаю. Сколько с меня? Так, 80 бат. И последнее, что нам нужно найти, это молоко и пасту чили. А что будет самой основой для Том Ям Кун? Я имею в виду та самая паста, верно? Верно. Тайская паста чили. Да-да, паста чили. Можно мне маленькую баночку вот этой пасты? Да. А еще вот такую тоже маленькую баночку молока. И возьму вот эту приправу. Знаете, зачем мы добавляем жареную пасту чили в Том Ям Кун? Потому что, когда вы добавляете ее, вы также должны добавить молоко. Так вот, когда вы... Мы купили оригинальную пасту чили.
Это молоко. Кокосовое молоко, верно? Нет, это не кокосовое молоко. Это такое же молоко, как вы обычно добавляете в кофе. Серьезно? Или... Да. С этим молоком можно точно так же готовить еду. Это консервированное, как это называется, молоко, которое у нас тоже продается в банках, которое мы добавляем в чай, в кофе. И мы купили вот такой приправу. Это приправа для супа, ну как типа бульонный кубик, что-то такое. Все. Отсюда вы можете увидеть все. Здесь очень красиво. Очень красиво. Я никогда не видел прежде. Привет. Привет! Я никогда не видел такой красоты раньше. Итак, что мы делаем? Для начала мы должны вскипятить воду. Хорошо. Я добавляю всю эту воду сюда. И мы должны ее вскипятить, верно? Верно. И вот так. Ой, позвольте мне. Правда, его резать немного трудно. Но знаете, мне очень нравится резать вот таким образом. Я уже так делал. Не переживайте. Можно резать как угодно. И листья нужно очистить вот так. Смотрите, вот эта часть нам не нужна. Повторяйте за мной. И сейчас я режу панцирь. Мы режем его для того, чтобы было удобнее есть. Вот так. И мне дали очень важное задание чистить перец от вот этих вот черенков, я не знаю, как это назвать. Но, в общем, просто они отрываются и вот так. И, кстати говоря, по поводу креветок, хочу заметить, что в России, насколько я знаю, мало того, что отрезают и головы, и вырезают какие-то кишки там черные, здесь тайцы просто полностью варят креветки и ничего из них не вытаскивают. А, кстати, том-ям бывает молочный и бывает прозрачный пряный. Верно. Два вида. Верно. А в чем в итоге разница? Только в молоке или в чем-то еще? Да, в молоке и вот И этой паста чили, пасте верно? чили. Все, теперь я понял. Что ж, давайте... Мы ждем, когда закипит вода, да? Боже, я думаю, а что здесь не так? Я включил не ту конфорку? Нет, сейчас я все исправлю. Так, это выключить, а это включить. Итак, что мы делаем дальше? Потому что вода уже закипела. Что ж, теперь мы должны добавить вот это все. Для начала в воду мы добавляем все эти листья и лемонграсс, верно? Верно. Да, можете просто высыпать. И после этого рыбный соус. А сколько? Я думаю, давайте для начала добавим 3 столовых ложки. Первый раз я варю том-ям полностью сам. До этого я использовал пасту, которая уже включает в себя практически все ингредиенты. Остается только что чуть-чуть добавить. Теперь пришло время основы для бульона. Где-то пол столовых ложки. Вот так, да? Да, примерно так. И затем мы добавляем наши Верно. креветки. Они очень быстро краснеют. Да, все правильно. Можно просто закрыть.
Ну что ж, теперь нам остается немного подождать, когда вода снова закипит, и после этого мы уже можем добавить грибы. А что насчет пасты чили? Когда мы добавим все ингредиенты, только после этого мы можем добавить вот эти два. Вот эту пену нам нужно убрать. Можете мне помочь? О, уже так хорошо пахнет. Серьезно? А вот вы знаете, для чего нам нужно убрать это из супа? Почему? Все потому, что если мы не уберем это, еда не сможет долго храниться. Возможно, даже до завтра. Если вы хотите хранить суп в холодильнике, вам нужно убрать. А еще уходит весь неприятный запах. Как знаете, запах рыбы и морепродуктов на пляже. Пришло время добавить грибы. Готово. Держите грибы. Отлично. Нужно снова накрыть крышкой. Ну что ж, теперь нужно немного подождать. Я хочу сказать, что том-ям кун и вообще том-ям — это такой суп, где очень много ингредиентов, и он должен быть очень насыщенный, он не может быть как вода. В нем очень много всего, но не все из этого вы можете есть. В основном какие-то травы, какие-то корни, они добавляются для вкуса, так же как лимонграсс, который невозможно жевать, но он не для этого, он для вкуса. Теперь, что касается чили, нужно его раздавить. Чтобы он был более ароматный, верно? Верно. Она острая? Да нет, не очень. Немного острое, немного кислое, немного сладкое. Слушайте, вкусно? Верно. Но вы можете добавлять ее не только в том-ям кун. Вы можете добавлять ее к овощам, когда готовите яйца или свинину. Вы можете добавлять ее к рису. Вам не нужно ее как-то дополнительно готовить. Вы можете просто взять ее и есть вместе с рисом. Это на самом деле очень вкусно. И несмотря на то, что написано, что это просто паста чили, она содержит много ингредиентов, и при всем при этом она вообще не острая, ну вот сейчас на вкус. Она сладкая, немножко кислая такая. Очень классная. Я первый раз пробую. Так, вам нужно добавить 3 ложки пасты. Вот таких? Да. И вот смотрите, он начинает приобретать этот классический оранжевый цвет. Я говорю о том, что теперь он меняет цвет. Да, я поняла, вы правы. Теперь прям настоящий том-ям кун. Ну что ж, теперь пришло время добавить молоко. Всю эту банку. Это обычное молоко, концентрированное молоко. Слушайте, а как насчет кокосового молока? Нет, кокосовое молоко обычно используется только с приправой карри. Правда? Да, грин карри, чикен карри и другая тайская еда, но если вы хотите добавить в том-ям кун, это допустимо. Теперь петрушка. Вы когда-нибудь пробовали такую петрушку? Ой, я вообще не знаю, что это. Между кинзой, это острое. Я правда не знаю, что такое. Все, пришло время добавить петрушку. Я включил на 5. Хорошо. Теперь перец чили.
Все, можете выключить огонь. И после этого выдавить лайм. Вот так, достаточно? Да, достаточно. Теперь позвольте Все, мне... отхожу. Что, друзья, вот готов наш оригинальный классический том-ям. Но я хочу сказать, что для меня это, конечно, креветки в соусе, потому что обычно таких креветок там нет, естественно. Но если вы готовите для себя, это, конечно, потрясающе. Они огромные. И давайте я хочу попробовать. Это очень хорошо. Благодарю. Класс! Он получился очень насыщенный. Он получился такой достаточно кислый, пряный. Горячие? Очень горячие. Очень вкусно. Нежные, да? Ну, конечно, это креветки. Это не бормаш, который покупают уже в вареных пакетиках, потому что эти креветки, когда мы покупали, они были еще живые. Буквально вот час назад. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня мы готовили вместе. Потому что я уже пробовал готовить том-ям-кун до этого. Но я использовал готовую пасту, где уже есть все ингредиенты. Ну, знаете, продается в 7-Eleven, где вам нужно Да, просто я поняла. добавить воды и креветки и кое-что еще. Но теперь я знаю, как готовить настоящий оригинальный том-ям-кун. Верно? Спасибо большое. Пожалуйста, мне приятно. И, конечно, я очень надеюсь, что в следующий раз мы сможем приготовить что-то еще, так? Я думаю, что в следующий раз мы приготовим папайя-салат. Подписывайтесь на наш канал. С каждым днем мы будем делать все больше и больше интересных и эксклюзивных видео. И, кстати говоря, эту квартиру мы снимали уже на нее обзор. Вы точно так же можете забронировать по ссылкам, которые находятся в описании к этому видео по агентству недвижимости High Rise Property Pattaya. Я понятия не имела, что мы будем готовить на камеру. Но теперь-то вы знаете. И вообще я хочу, чтобы вы были нашим шеф-поваром, и мы готовили вместе, и вы учили меня разным блюдам.